Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые и интересные слитки. Вяжутся данные слитки очень просто, выглядят при этом очень красиво и интересно. Данные слитки в мастер-классе я буду вязать на размер ноги 37-38. Но сейчас, перед тем, как приступать к вязанию, мы обязательно разберемся с принципом вязания данных слитков и за счет чего данные слитки можно связать на больший или меньший размер ноги. В мастер-классе данные слитки я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold Classic. По метражу это у нас идет на 100 грамм 240 метров, и состав у данной пряжи идет 51% акрила и 49% шерсти. Также нам понадобятся 2 чулочные спицы, диаметр спиц 3,5 мм, и круговые спицы, также диаметр 3,5 мм. Длину я взяла от кончика до кончика 60 сантиметров. Для того, чтобы связать слитки, нам нужно будет вначале связать вот такую вот заготовку. То есть сначала мы с вами вывяжем манжет, далее на чулочных спицах мы вывяжем мысок, подъем, после чего приступим к вывязыванию нашей подошвы. В процессе вязания я вам буду говорить, за счет чего данные слитки можно связать на больший размер ноги. Если, к примеру, данные слитки вам нужны меньше, чем вот как я вяжу в мастер-классе, то смело можете здесь набирать это же количество петель. Меньше этот размер можно сделать за счет того, что вот этот наш мысок можно связать на несколько рядов меньше, тем самым данные слитки у вас получатся на меньший размер ноги. Все остальное, и подъем, и количество петель, что я здесь показываю в мастер-классе, если нужны слитки на размер меньше, все провязываем так же, как я и показываю. Если слитки нужны на больший размер ноги, то тоже это я в процессе вязания вам все объясняю и показываю. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы с удовольствием сейчас их свяжете вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На круговую спицу длину я взяла от кончика до кончика 60 сантиметров и диаметр спиц 3,5 мм. Обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 44 петли. Если вы хотите, чтобы данные слитки более свободно сидели на ноге, или, к примеру, у вас полная нога, то тогда я рекомендую сейчас набрать не 44, а 50 петель. Раппорт нашего узора, который мы сейчас с вами будем вывязывать, будет равен 6 петель плюс 2 петли кромочные. Петли я набрала, и сейчас мы будем приступать к вязанию первого подготовительного ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. И дальше мы вяжем 1 петлю лицевую, 1 петлю изнаночную и 1 петлю лицевую. Далее наше вязание будет повторяться. То есть вот мы закончили лицевой петлей, дальше вот мы начинаем сначала. Снова 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. И опять 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. То есть после лицевой у нас опять начинается лицевая петля. Лицевая, изнаночная, лицевая. Таким образом мы сейчас заканчиваем вязать наш первый подготовительный ряд. Опять вот лицевая, изнаночная, лицевая. Вот первый ряд я довязала до конца. Вот в конце у меня получилась лицевая, изнаночная, лицевая. И последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю. Вот эта наша сторона будет являться сейчас лицевой стороной. И поэтому мы сейчас вяжем первый ряд нашего основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я провязываю все петли по рисунку. То есть у меня будет идти раппорт моего узора: изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше опять изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная. Таким образом заканчиваем вязать первый ряд нашего основного узора. Вязание я перевернула на изнаночную сторону, и сейчас мы вяжем второй ряд нашего основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше во втором нашем ряду я также все петли провяжу
по рисунку. То есть у меня будет идти 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Таким образом сейчас заканчиваем вязать второй ряд нашего основного узора. Вязание я перевернула на лицевую сторону, и с лицевой стороны приступаем к вязанию третьего ряда нашего основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее вот рабочую нить я помещаю перед работой, пальчиком эту рабочую нить придерживаю, и на правую спицу я сейчас просто переснимаю, не провязывая 3 петли: изнаночную, лицевую и изнаночную. То есть перед работой у меня получается такая протяжка перед вот этими 3 петлями. Дальше я следующих 3 петли провязываю по рисунку. То есть дальше у меня идет 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая и 1 петля изнаночная. Вот этих 6 петель и будут являться раппортом нашего узора. Далее мы повторяем наше вязание, то есть рабочую нить перед работой, и просто переснимаем 3 петли: изнаночную, лицевую и изнаночную. Дальше вот у нас получается по лицевой стороне протяжка, и дальше следующих 3 петли изнаночную мы провязываем изнаночной, лицевую лицевой, изнаночную изнаночной. Вот мы провязали и второй раппорт нашего узора. Далее опять изнаночную, лицевую и изнаночную просто сняли. По лицевой стороне у нас получается протяжка, и дальше следующую изнаночную, лицевую и изнаночную мы провязали вот по рисунку. Таким образом заканчиваем вязать третий ряд нашего основного узора до конца. Сильно вот эти промежутки мы не затягиваем, но при этом так, чтобы вот эти наши протяжки нигде не болтались. Ну, опять же, если где-то перетянули, можно вот таким образом эту протяжку, скажем так, поставить на место, так, чтобы все эти протяжки были одинакового размера. Итак, я довязала третий ряд до конца, сделала вот наши протяжки, затем я провязала изнаночную, лицевую и изнаночную петлю, и последнюю кромочную петлю я ее провязала изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. После того, как в лицевом ряду мы с вами сделали протяжки, мы сейчас должны сделать еще такие же протяжки в этих же местах, когда мы провязываем будем изнаночный ряд. Поэтому смотрите, первую кромочную петлю я снимаю. Далее смотрите, мы закончили вязать, просто провязывая все петли эти по рисунку 3. Поэтому вот сейчас в изнаночном ряду эти 3 петли после кромочной я также провязываю: лицевая, изнаночная и лицевая. Дальше вот по лицевой стороне у нас идет протяжка. Далее, значит, получается, рабочую нашу нить мы оставляем вот сзади за работой на лицевой стороне, и 3 петли также сейчас просто переснимаем, не провязывая. Вот так, чтобы с лицевой стороны у нас получилась в этом же месте наша вторая протяжка. Дальше опять 3 петли я провязываю лицевую, изнаночную и лицевую по рисунку, после чего следующих 3 петли я просто переснимаю, не провязывая. Рабочая нить вот у нас остается за работой на лицевой стороне. И опять лицевая, изнаночная, лицевая. 3 петли просто пересняли, не провязывая. Лицевая, изнаночная, лицевая. 3 петли просто сняли, не провязывая. То есть вот, чтобы у нас были такие вот двойные протяжки по лицевой стороне. Заканчиваем вязать наш этот ряд до конца таким образом. Итак, я закончила вязать 4-й изнаночный ряд. Вот вязание я перевернула на лицевую сторону, и приступаем к вязанию 5-го ряда. Далее 5-й лицевой и 6-й изнаночный ряд мы должны провязать все петли по рисунку. То есть у нас будет получаться кромочная, изнаночная, лицевая, изнаночная, дальше опять изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная. Таким образом мы провязываем 5-й и 6-й ряд, и все петли мы провязываем по рисунку. То есть так, как они у нас идут, так мы их и провязываем. И встретимся в начале 7-го ряда. Так, 5-й и 6-й ряд я провязала все петли по рисунку. И сейчас мы приступаем к вязанию 7-го ряда нашего основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю. И дальше смотрите, наши вот эти протяжки мы будем делать в шахматном порядке. То есть они у нас были здесь и здесь. То есть, соответственно, мы будем провязывать здесь, здесь и так далее. Поэтому после кромочной в начале нашего ряда мы вяжем изнаночную петлю,
лицевую и изнаночную. Дальше следующих 3 петли я просто переснимаю изнаночную, лицевую и изнаночную, рабочая нить перед работой, то есть на лицевой стороне. И следующих 3 петли я провязываю вот изнаночную, лицевую и изнаночную. Далее опять следующих 3 петли я просто переснимаю, не провязывая, рабочая нить перед работой. И следующих 3 петли я провязываю вот по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная. Таким образом довязываем 7-й ряд нашего основного узора до конца. И вот в конце ряда получается 3 петли я просто пересняла, рабочая нить перед работой, и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. И сейчас мы с вами будем приступать к вязанию 8-го ряда нашего основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше сразу же после кромочной в 8-м нашем ряду следующих 3 петли я просто переснимаю, не провязывая, рабочая нить за работой на лицевой стороне остается. Дальше 3 петли провязываем по рисунку, то есть лицевая, изнаночная, лицевая. Следующих 3 петли мы просто снимаем, вот не провязывая, после чего вяжем лицевая, изнаночная, лицевая. 3 петли сняли, рабочая нить за работой, после чего провязали 3 петли по рисунку. Заканчиваем вязать наш 8-й ряд до конца. Итак, я закончила вязать 8-й ряд нашего основного узора, и вот этих 8 провязанных рядов и будут являться раппортом нашего узора в высоту. Далее смотрите по поводу этих протяжек, даже если где-то они получились чуть меньше, то есть в конце опять же можно будет полотно потянуть, и эти протяжки будут такие же, как и все наши остальные. То есть здесь самое главное сильно прям очень не перетягивать, но при этом чтобы эти протяжки у нас не болтались. То есть вяжем с обычной средней плотностью. Далее мы будем повторять, провязывать вот эти наши 8 рядов нашего раппорта на необходимую высоту. То есть сейчас смотрите, еще раз мы начнем, дальше продолжим вязать вот этот наш подъем самостоятельно. То есть первую кромочную петлю я снимаю, и сейчас 2 ряда лицевой и изнаночный мы должны провязать все петли по рисунку. То есть лицевые мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. То есть у нас получается кромочная, изнаночная, лицевая, изнаночная, и дальше опять изнаночная, лицевая, изнаночная, дальше опять изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. То есть вяжем 2 ряда. Это первый и второй ряд нашего основного узора. Итак, 2 ряда я провязала, все петли по рисунку, то есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. И это мы с вами провязали первый и второй ряд нашего основного узора. Далее мы сейчас в начале вот здесь нашего вязания будем делать наши вот эти протяжки. То есть первую кромочную петлю я снимаю, это мы вяжем 3-й ряд нашего основного узора. Далее рабочая нить перед работой, и просто переснимаем 3 петли, не провязывая, рабочая нить перед работой. Следующих 3 петли мы провязываем по рисунку, то есть изнаночная, лицевая и изнаночная. Дальше опять рабочая нить перед работой, 3 петли снимаем, изнаночную, лицевую и изнаночную, и следующих 3 петли мы провязываем по рисунку, то есть изнаночная, лицевая и изнаночная. То есть таким образом наш вот этот манжет я сейчас буду провязывать 4 таких раппорта, или высота должна быть соответствовать где-то примерно 10-11 сантиметров. То есть один раппорт мы уже провязали, один раппорт у нас равен 8 рядам. Начали вязать второй раппорт и вяжем сейчас с вами 3-й ряд нашего вот второго раппорта. Таких раппортов, повторюсь, мы должны провязать 4. Итак, вот я провязала мой манжет, смотрите, 4 раппорта, вот 1, 2, 3, 4. То есть сделала вот наши протяжки сначала с лицевой стороны, затем с изнаночной стороны, и теперь 2 ряда я еще провяжу все петли вот по рисунку. То есть вот у нас будет идти кромочная, изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть после того, как мы провязали 4 наших раппорта, сделали обвитие, и теперь еще 2 ряда мы провяжем все петли по рисунку. Итак, мой манжет полностью готов.
Смотрите, давайте сразу измерим высоту. И высота получается, ну, вот где-то 10,5 сантиметров. Теперь мы с вами будем приступать к вывязыванию нашего мыска. Для этого мы должны взять 2 чулочные спицы, диаметр 3,5 миллиметра. Теперь мы будем распределять петли на наши боковые части и на наш мысок. Значит, я на спице изначально набирала 44 петли. Поэтому, если я сейчас нарисую наш отрезок, это будут центральные петли идти, и это наши 2 боковые части. Значит, наш мысок я сейчас буду вывязывать из 14 петель. То есть 14 петель это центральная часть. Дальше оставшиеся петли я делю на 2 боковых части. Это у нас получается 15 петель 1 боковая часть и 15 петель 2 боковая часть. Если, как я говорила в начале видео, вы набирали 50 петель, то петли мы распределяем следующим образом. Наш мысок мы будем вывязывать из 16 петель, а боковые наши части будут состоять из 17 петель. То есть таким образом мы распределяем петли, если вы набирали изначально 50 петель. Поэтому вот я беру спицы в руки, вязание я беру лицевой стороной вверх, и вот на круговую спицу, правую вот, которая у меня в правой руке, я просто переснимаю, не провязывая 15 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Итак, вот я пересняла 15 петель. Это петли нашей первой боковой части. Сейчас ниточку от мотка я не обрываю, а достаю второй кончик из середины моточка. Как я сказала, мысок я буду вывязывать из 14 петель. Поэтому сейчас вот я отсчитала 14 петель. И здесь на этом стыке повешала маркер, для того, чтобы сейчас не пропустить эти петли, так как сейчас мы еще дополнительно, провязывая наш мысок, будем вывязывать и наш узор. Значит, вот я беру рабочую ниточку, просто прикладываю, никаких закрепляющих узелков я не делаю, и беру чулочную спицу, первую кромочную петлю. Сейчас я провяжу лицевой, это наша будет идти первая кромочная петля. Далее наши вот эти протяжки мы также должны будем делать по рисунку, то есть смотрите, в шахматном порядке. То есть у нас наша протяжка идет здесь и здесь, соответственно мы должны нашу протяжку сделать вот на этом промежутке, вот здесь и здесь. Соответственно, после кромочной я еще сейчас провяжу 3 петли. То есть вот я провязываю изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее следующих 3 петли я просто переснимаю, не провязывая рабочую нить перед работой. И дальше следующих 3 петли я провязываю вот изнаночная, лицевая и изнаночная. У нас еще одна протяжка здесь получится на нашем мыске. То есть следующих 3 петли я просто переснимаю, не провязывая рабочая нить перед работой. И вот идет у нас последняя наша кромочная петля. Мы ее провязываем изнаночной. Далее маркер я снимаю сейчас. И наши круговые спицы я откладываю. То есть вот петли боковых наших частей у нас сейчас расположены на круговых спицах. И наш мысок я буду вывязывать на 2 чулочных спицах. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны кромочную снимаем. Здесь мы делали нашу протяжку. Также, значит, мы после кромочной петли в изнаночном нашем ряду делаем здесь протяжку. То есть кромочная. 3 петли снимаем рабочую нить за работой на лицевой стороне. Далее вяжем следующих 3 петли. Лицевая, изнаночная, лицевая. Далее опять снимаем просто 3 петли, не провязывая, рабочая нить за работой. И следующих 3 петли провязываем лицевая, изнаночная, лицевая. И вот эта наша петля последняя будет являться кромочной. Ее я провязываю изнаночной петлей. Кончик подтягиваю и вязание я переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны сейчас я 2 ряда, то есть лицевой и изнаночный, провяжу все петли по рисунку. То есть изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. То есть все продолжаем вязать так, как мы и вязали в нашем манжете. То есть все петли по рисунку после наших протяжек. 2 ряда. Итак, я провязала 2 ряда, лицевой и изнаночный. Все петли я провязала по рисунку. Далее мы делаем следующее наше обвитие, как я сказала, в шахматном порядке. То есть мы будем делать наше обвитие здесь и вот здесь. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю. Далее рабочая нить перед работой и просто переснимаем 3 петли. Не провязывая, следующих 3 петли провязываем изнаночная, лицевая и изнаночная. Далее опять 3 петли снимаем,
не провязывая, рабочая нить перед работой, и следующих 3 петли провязываем по рисунку: изнаночная, лицевая, изнаночная. Последняя кромочная петля, ее я провязываю изнаночной петлей, и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны кромочную снимаем, дальше вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, 3 петли снимаем, не провязывая, рабочая нить за работой. Опять лицевая, изнаночная, лицевая, и 3 петли снимаем, не провязывая, рабочая нить за работой. И последняя кромочная петля, ее провязываю изнаночной петлей, вязание переворачиваю на лицевую сторону, и сейчас мы провяжем опять 2 ряда по рисунку. То есть лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные петли изнаночными. Итак, я провязала 2 ряда, провязывала все петли по рисунку, то есть лицевой и изнаночный ряд. Начинали вывязывать мы наш мысок с наших протяжек. Вот они у нас идут. И это мы сейчас в нашем мыске провязали 1 раппорт узора в высоту. То есть протяжка 2 ряда по рисунку, протяжки 2 ряда по рисунку. Далее мы вязание опять повторяем. То есть первую кромочную петлю я снимаю, вяжу 1 изнаночная, 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Далее вот нить перед работой и снимаем 3 петли. Дальше следующих 3 петли провязываем вот изнаночная, лицевая, изнаночная, и следующих 3 петли снимаем, не провязывая, рабочая нить перед работой. И последняя кромочная петля, провязываю ее изнаночной петлей. Далее вязание переворачиваем и опять вяжем наши вот эти протяжки, делая вот так, как мы только что сейчас сделали. То есть на том участке, где мы сейчас будем вывязывать наш мысок, наш раппорт начинается не с 2 рядов, которые мы просто провязываем все петли по рисунку, а начинается наш раппорт как раз таки с протяжек и заканчивается вот здесь 2 рядами, которые мы просто провязываем по рисунку. То есть сейчас вот, делая вот эти протяжки здесь, мы приступили к вязанию 2-го раппорта нашего основного узора. Наш мысок вот этот я буду сейчас провязывать так, чтобы у меня было провязано 5 раппортов. Далее я подключусь, и мы будем немножечко закруглять наш мысок. Перед закруглением мы обязательно наш мысок измерим в сантиметрах. Итак, вот я провязала мысок. Как я сказала, провязала я 5 раппортов. Вот 1, 2, 3, 4 и 5. И высота моего мыска сейчас составляет, ну вот, 13 сантиметров. И сейчас мы будем приступать к убавлению петель нашего мыска, чтобы наш мысок немножечко закруглялся. Сразу сейчас скажу на этом этапе, то есть если, к примеру, данные слитки нужны на больший размер ноги, то сейчас вам нужно делать не убавки, а также по этой схеме, как я сейчас провязывала эти 5 раппортов, провязать еще пол раппорта или даже целый раппорт вот вверх, после чего вы также будете убавлять петли за счет того, что наш мысок вы провяжете большее количество рядов, тем самым вы слитки получите на больший размер ноги. Значит, я сейчас вяжу первый ряд наших убавок. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше вот у нас идет изнаночная и лицевая петля. Этих 2 петли мы сейчас должны провязать 2 вместе. Поэтому вот нашу изнаночную петлю я переверну так, чтобы правая стенка петли была за работой, и изнаночную и лицевую петлю я провяжу сейчас 2 вместе вот лицевой петлей. Дальше у нас идет 1 петля изнаночная. Дальше сейчас вот здесь сделаем нашу следующую протяжку. То есть изнаночная, лицевая и изнаночная мы снимаем, рабочая нить перед работой, и дальше вяжем 3 петли. 1, 2, 3, то есть изнаночную, лицевую и изнаночную мы провязали. Дальше вот здесь следующую протяжку у нас не получится сделать, так как вот здесь мы также сейчас убавим нашу петлю. Поэтому еще провяжу 1 изнаночную петлю, и вот как раз таки здесь лицевую и изнаночную петлю, вот 3 петли, видите, у меня осталось, я провяжу вот эти 2 петли, 2 вместе лицевой петлей, и последнюю кромочную петлю я провяжу изнаночной. И вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны кромочную снимаем, дальше вот я вяжу 1 изнаночную, 2 лицевых, 1 изнаночную, дальше еще 1 лицевую, далее рабочая нить за работой, снимаем следующих 3 петли, то есть делаем нашу вот протяжку, после чего вот мы провязываем лицевую
и изнаночную петлю. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной. То есть тем самым мы сделали наши вот протяжки в одном месте и убавили 2 петли в начале и в конце ряда. 2 ряда мы провязали, приступаем к вязанию третьего ряда. Первую кромочную снимаем и после кромочной сразу лицевую и изнаночную петлю мы также провяжем 2 вместе лицевой петлей. Дальше изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная и изнаночную и лицевую. Вот у нас осталось, когда 3 петли, мы сейчас изнаночную сначала перевернем, так чтобы правая стенка была вот за работой, и этих 2 петли мы провяжем 2 вместе лицевой петлей. Последнюю кромочную петлю провяжу изнаночной. Изнаночный 4-й ряд мы провяжем все петли по рисунку, то есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Сейчас мы будем приступать к вязанию 5-го ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, следующих 2 петли я провяжу 2 вместе лицевой петлей вот за заднюю стеночку. Дальше 1 лицевая, 1 изнаночная. И здесь я сейчас сделаю следующую нашу протяжку, то есть изнаночную, лицевую и изнаночную я просто переснимаю, не провязывая. И вот в конце у нас осталось 2 петли, а не 3. И сейчас просто эти 2 петли, лицевую и изнаночную нашу кромочную, я провяжу 2 вместе изнаночной петлей. То есть так, чтобы у нас получилось и сделать протяжку, и одновременно получилось у нас убавить петлю. И вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону. Кромочную вот эту нашу петлю я снимаю. Дальше рабочая нить за работой, и следующих 3 петли я просто переснимаю, не провязывая. Рабочая нить за работой. Протяжка наша получилась. Дальше лицевая, изнаночная, изнаночная и последняя кромочная, также провязываю изнаночной петлей. И сейчас мы с вами провяжем последний ряд наших убавок, то есть кромочную снимаем, следующих 2 петли я провяжу 2 вместе лицевой петлей, 1 изнаночная, еще 1 изнаночная. Дальше следующих 2 петли я также провяжу 2 вместе лицевой петлей, последнюю кромочную провяжу изнаночной петлей. Вязание переверну на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны я все петли провяжу по рисунку, то есть кромочная, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная и кромочная. И это мы с вами провязали весь наш мысок. Далее ниточку здесь можем обрезать. Далее смотрите, наш мысок вот я откладываю, и теперь вот наши петли боковых частей, они у меня расположены на круговых спицах. Значит, петли, вот вязание я держу лицевой стороной вверх, петли, соответственно, с правой спицы я сейчас должна просто переодеть на левую спицу. То есть мысок я пропускаю, и петли с правой спицы переодеваю на левую. То есть я возвращаюсь в начало нашего вязания. Вот таким образом сейчас выглядит моя заготовка. Давайте сейчас измерим высоту с начала мыска. Вот у меня получается, ну вот практически, да, 15 сантиметров. И общая высота нашей заготовки получается, ну, где-то 25,5 сантиметров. Теперь мы будем приступать к вязанию нашего подъема. Вот этот наш подъем можно вязать ниткой нашего основного цвета. Я сейчас буду вязать этот подъем нитками 3 цветов, то есть основным цветом, белым и желтым. Поэтому сейчас я беру ниточку желтого цвета. Никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто вот край прикладываю. Вот идет нитка моего основного цвета. Как я говорила, я ее не обрывала. Наш подъем я буду вязать платочной вязкой. Это значит, все и лицевые, и изнаночные ряды я буду провязывать лицевыми петлями. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой петлей, так как у нас идет смена цвета. И дальше все петли нашей первой боковой части я провязываю лицевыми. У меня здесь вот 15 петель. 15 петель я провязала лицевыми петлями. Теперь вот здесь на этом участке мы в кромочные петли должны будем поднять наши петли. Значит, смотрите, как понять, сколько необходимо, нам нужно здесь поднять петели. Здесь на самом деле все просто. Вот смотрите, идет наша ниточка, где мы присоединяли и начали вывязывать наш мысок. Количество петель, которые здесь мы должны добрать на вот этом участке, будет равно количеству наших кромочных петель. Начинаем отчет мы вот от нашей петли, к которой присоединена наша ниточка. Вот эта наша петля идет, вот она. И вот наша ниточка. То есть это идет наша первая петля, дальше вот вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. В общем, если сейчас вот эти все кромочные наши косички пересчитать, у меня их 25
4. Плюс дополнительно к количеству наших этих кромочных косичек я прибавлю еще одну петлю, которую я подниму вот в этом промежутке, то есть между нашей первой кромочной петлей и нашей вот этой желтой петлей в этом промежутке с одной и со второй стороны я подниму еще одну петлю. То есть, соответственно, после 15 провязанных петель вот здесь я сейчас должна буду поднять 24 плюс 1, 25 петель. Поэтому вот здесь где-нибудь в этом промежутке, так, чтобы не было никаких больших дырочек, я вставляю спицу и вытаскиваю нашу первую петлю. Дальше вот идет рабочая ниточка, и вот здесь я поднимаю вот вторую петлю, третью, четвертую, пятую, шестую и так далее. То есть до наших вот здесь центральных вот этих петель я в моем случае должна поднять 25 петель. Если неудобно поднимать эти петли вот с помощью спицы, можно воспользоваться крючком. Итак, вот я подняла 25 петель. И сейчас я провязываю лицевыми петлями вот этих 6 центральных петель. Вот раз, два, 3, 4, 5, 6. Вот эти петли, где мы сейчас будем вывязывать наш подъем, можно вязать или на круговых спицах, как я сейчас буду вязать. Если неудобно вязать круговыми спицами, можно эти петли распределить на чулочные спицы. Я сейчас вот здесь на этом стыке вытаскиваю круговую спицу подлиннее. И сейчас вот со второй стороны нашего мыска я продолжаю набирать 25 петель. То есть вот здесь я сейчас подниму 25 петель, далее провяжу лицевыми петлями оставшиеся 15 петель. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Итак, вот я подняла все наши петли, и сейчас вот на круговых спицах у меня находится 86 петель. Из этих 86 петель я буду сейчас вывязывать наш подъем. Поэтому вязание я беру изнаночной стороной вверх. И сейчас вот первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли по кругу я провязываю лицевыми. То есть я сейчас провязываю 86 петель нашего подъема, провязывая все петли лицевыми. Итак, я закончила вязать второй изнаночный ряд, и с лицевой стороны ниточкой желтого цвета у нас получилась одна платочная провязанная дорожка. Далее мы наш подъем будем провязывать вот таким образом, провязывая все эти петли сначала с лицевой стороны, затем с изнаночной стороны. Два провязанных ряда, то есть один лицевой и один изнаночный, будет равняться одной платочной дорожке. Таким образом мы вот этот наш подъем будем вывязывать. То есть если, как в моем случае, у меня должно быть провязано две платочные дорожки ниточкой желтого цвета, то есть это я должна еще провязать лицевой и изнаночный ряд. Далее ниточку желтого цвета я обрезаю, она нам больше не нужна, и беру следующий мой цвет, в моем случае белый, и ниточкой белого цвета я провяжу также один лицевой и один изнаночный ряд. Дальше ниточку белую я обрезаю, и сбоку, вот если вы не обрезали, как и я, поднимаю ниточку вот здесь сбоку основного нашего цвета, и две платочные дорожки или 4 ряда я провяжу наш подъем ниткой вот нашего основного цвета. То есть итого вот этот наш подъем будет состоять из 5 платочных дорожек или 10 рядов. 2 желтых платочных дорожки, 1 белая и 2 платочных дорожки ниткой основного цвета. Итак, вот я провязала подъем. Как я сказала, я провязала 2 платочные дорожки или 4 ряда ниточкой желтого цвета, 1 платочную дорожку или 2 ряда ниткой белого цвета и 2 платочные дорожки или 4 ряда ниткой нашего основного цвета. Теперь мы будем приступать к вывязыванию нашей подошвы. Подошву я буду вывязывать из 14 петель. Если, к примеру, вы набирали здесь изначально 50 петель, я все-таки рекомендовала бы подошву так же, как и я, вывязывать из 14 петель. Поэтому мы берем общее количество наших петель, которые сейчас у нас находятся на спицах. То есть в моем случае у меня 86 петель.
От этих 86 петель я отнимаю 14. Это то количество, из которых я буду вязать нашу подошву. Это у меня получается 72. Далее наши 72 я делю на 2 боковые части. И это у меня получается 36. Поэтому я беру вязание лицевой стороной вверх. И первую кромочную петлю я снимаю. И дальше все петли провязываю лицевыми так, чтобы на правой спице у меня было провязано всего 36 петель. Петли я провязываю лицевыми. Итак, на правой спице вместе с кромочной у меня провязано 36 петель. И как раз таки следующих 14 центральных петель это петли нашей подошвы. Поэтому сейчас сразу же перехожу на вязание нашей подошвы. При провязывании петли сейчас я подсчитываю. Значит, вяжу первую нашу петлю лицевую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, 13. И вот у меня осталась последняя петля от подошвы и первая петля от боковой части. С лицевой стороны эти 2 петли я сейчас провяжу 2 вместе изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю сейчас на изнаночную сторону. С изнаночной стороны я опять вяжу петли нашей подошвы. Первую снимаю и дальше вот вяжу. Вторая лицевая, третья. И вот опять осталась 14 петля подошвы и первая петля боковой части. С изнаночной стороны эти 2 петли я буду провязывать 2 вместе лицевой петлей, после чего вязание сразу же переворачиваю на лицевую сторону. Еще раз давайте. Первую вот петлю я снимаю и дальше вяжу петли лицевые. Вот первая, вторая, третья, четвертая, 13 и в лицевом ряду 14 петлю подошвы и первую петлю боковой части мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону и вяжу опять петли нашей подошвы, не довязывая нашу 14 петлю. Все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду я провязываю лицевыми. И вот идет опять 14 петля подошвы и первая петля боковой части. С изнаночной стороны эти 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей и вязание переворачиваю опять на лицевую сторону. Таким образом мы сейчас будем вязать нашу подошву, убавляя в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного по одной петли от наших боковых частей с этой, соответственно, и с этой стороны. Таким образом мы сейчас вяжем нашу подошву до тех пор, пока вот здесь в конце от наших боковых частей не останется 6 петель. Итак, вот я провязала подошву до тех пор, как я сказала, пока вот с одной и со второй части у меня не останется по 6 петель. Теперь на этом этапе мы также будем продолжать убавлять наши петли от наших боковых частей, только сейчас дополнительно мы еще будем убавлять петли нашей подошвы. Поэтому вот следок я держу лицевой стороной вверх. Вот я кромочную петлю снимаю и дальше провязываю петли лицевые. Это петли нашей подошвы, не довязывая 3 петель нашей подошвы. Вот, смотрите, у меня осталось 6 петель боковой части и 3 петли подошвы. Первую и вторую петлю я сейчас провязываю в лицевом нашем ряду 2 вместе лицевой. И последнюю петлю, 14 от нашей подошвы и первую петлю от нашей боковой части я провязываю 2 вместе изнаночной. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны провязываем все точно так же. Вяжем петли лицевые, это петли нашей подошвы, не довязывая 3 петель. И вот у меня в конце осталось 6 петель боковой части и 3 петли подошвы. Первую и вторую петлю мы провязываем 2 вместе лицевой петлей и 14 петлю подошвы и первую петлю боковой части мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. Таким образом мы делаем дальше наше убавление, убавляя в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного одну боковую петлю и одну петлю подошвы. Итак, смотрите, то есть я в конце каждого ряда убавляла 2 петли, одну петлю подошвы и одну петлю боковой части. С этой боковой части я все петли убавила уже, вязание вот я перевернула на изнаночную сторону, и на спицах у меня сейчас вот расположено 4 петли, 3 петли подошвы и 1 петля
боковой части. Первую кромочную петлю снимаю, вторую петлю провязываю лицевой, дальше петлю подошвы и боковой части с изнаночной стороны мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. Далее вязание вот я перевернула на лицевую сторону, первую петлю кромочную снимаю и рабочую нить вот помещаю между первой и второй петлей. Вот и петлю кромочную возвращаю обратно, и в лицевом нашем ряду эти 3 петли провязываю 3 вместе лицевой петлей. Петельку вытаскиваю подлиннее и ниточку от моточка обрезаю с тем учетом, чтобы этого кончика хватило нам сшить заднюю часть нашего слитка. Дальше в эту нашу петельку я продеваю кончик, который я обрезала от моточка, и петельку эту я затягиваю. Теперь этот кончик мы должны одеть в иголку с большим ушком. Сшивать наш следок я буду вот по лицевой стороне. Там, где мы вязали наш подъем платочными вязками, здесь в этом участке я буду прошивать наш следок за первую петлю от нашей платочной дорожки. То есть не за кромочную петлю, а за первую петлю. То есть вот идет наша первая платочная дорожка, и вот наша первая петля от нашей платочной дорожки. Иголку здесь я буду вставлять справа налево в первую эту петлю, иду на другую сторону и здесь смотрю нашу следующую платочную дорожку и первую петлю, и иголку также я вставляю вот справа налево. Следующая платочная дорожка, здесь справа налево я вставляю иголку, и здесь также я вставляю иголку вот справа налево. При сшивании вот контролируем, чтобы вот эти у нас полоски, если вы вязали также цветные, как и я, совпали. То есть желтая, следующая также мы прошиваем желтую. Смотрите, каким образом мы будем сшивать наш следок дальше. То есть вот с этой стороны, которая ближе ко мне, я буду вставлять иголку, то есть между нашей кромочной и вот этой лицевой петлей. То есть вот справа налево в этот промежуток, вот между кромочной и лицевой. А здесь с другой стороны я буду вставлять иголку именно в кромочную петлю, также справа налево. То есть вот в одну петлю вхожу, в другую выхожу. Вот справа налево. Здесь в этот промежуток вот справа налево, а здесь в кромочную вот справа налево. Таким образом сшиваем вот этот шов до конца. Обязательно при сшивании контролируем, чтобы 2 края у нас в конце сошлись. Вот я прошила наш шов до конца. Вот таким образом он у нас выглядит с лицевой стороны. Идет все абсолютно ровно и нигде ничего не видно. Далее, перед тем, как закреплять ниточку, вот этот шов мы хорошенько подтянем, убедившись в том, что здесь ничего не перетянуто. Далее наш следок мы выворачиваем на изнаночную сторону и по изнаночной стороне прячем все вот эти наши кончики самостоятельно, любым удобным для вас способом. Итак, друзья, после того, как мы с вами спрятали все наши кончики, слитки наши полностью готовы. Поэтому, друзья, если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня пальчиком вверх, не забудьте подписаться на мой канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.